werkgevers pikken het nog heel erg op, de reputatie, waar met de opleiding. Schatje? Die zijn al net afgelopen, is nu wat anders aan de hand. We hadden duidelijkheid, we zitten op Nevsky Prospect, zeg maar de Champs-Élysées van Sint-Petersburg. Можно вам спросить что-нибудь? На английском говорите? Как вам Россия? Живу в России дома, а дома лучше, чем дома, не бывает. Да. И как вы относитесь в Голландии, например, говорят, ну, есть такая СМИ в Голландии, что последние 2 года, 3 года из-за Путина Россия уже совсем не прикольна. Я думаю, они многого не знают, многого не понимают. До Путина было еще хуже. Да. Так что при Путине положительно только можно сказать. Конечно, много и негатива, но до него было хуже. Ага. Так что говорить, что при Путине плохо, Ага. это не объективно. Ага. И, например, Нобелевский приз президент Барак Обама или Путин, кто вы относитесь больше мирный человек? Знаете, то есть я Путина знаю ближе, чем Обаму. А говорить как-то о нем, не зная как-то необъективность. Ну скажу я, что он плохой. Все так говорят. Ну я же не знаю, плохой он или. А политика его со стороны, если смотреть, ну она, конечно, агрессивнее, чем российская. Почему? Потому что в России земли много, ископаемых много. Нам чужого не надо. Мы защищаем свое. Да. А в Америке, как известно, у них там, ну, как бы слабоватые, они там пустыня в Америке. И в итоге что? Войны. Ирак. Сейчас вот Сирию они хотят. Мы Сирии помогаем, они наоборот. Ну, как-то агрессия со стороны нас. Не знаю, Крым, он всю жизнь нашим был. Вот Крым. Как это понять? Мы агрессоры. Так если он всю жизнь при царе еще был, Крым наш, российский, то, что Хрущев подарил Украине, тогда еще была как бы Украинская ССР. Ну, так же, как вот Екатерина продала Аляску, да? Но мы же не претендуем на Аляску, потому что ее продали. Ее не присоединили просто так, а ее продали. Извините, давайте деньги назад, да, типа. То есть в магазин пришли, возможно, но это время-то прошло. Я не считаю, что Путина политики агрессора. Я считаю, он просто защищает интересы своего государства. Ему деваться некуда. Потому что у него уже, во-первых, возраст, во-вторых, он хочет положительный след в истории свой оставить. Ему сейчас уже, извините, возраст, ему уже, ну, сколько еще, ну, лет 10 он еще поправит. А дальше-то что? Ему нужна история. Благодаря истории он свое имя увековечит и все. Ну, я говорю, лучше как бы до Путина не было никого. И говорить, что он плохой, однозначно нельзя. Или хуже, чем все остальные лидеры. Хуже, чем все, потому что мы живем здесь. Ну вот смотрите, вы были когда, ну, например, в 2000 году, когда он еще только заступил, вот в Питере были? В 2000 год? Да. Были, да? Да. Ну и как? Прошло 15 лет, есть изменения? Да. И какие? К лучшему. Вот видите, почему тогда говорить, что все плохо? Да. Ну я это не знаю, это не мое мнение. Не, ну вы были же тогда раньше. Раньше ни одно здание не освещено было. Раньше мусора было, бомжей шарили. А сейчас, пожалуйста, порядок. Раньше по Невскому бегали группы цыган и иностранцев-одиночек обворовывали. Сейчас же этого ничего нет. Значит, порядок. А то, что сейчас у нас там проблемы с Евросоюзом, с Америкой, я думаю, это не зря так. Надо мирно жить. У нас страна великая. Америка тоже великая страна.
У них там много сословий, у нас тоже много сословий. То есть там мы не граничим друг с другом. Если бы граничили, я думаю, мира не было бы. Да. Они просто нас не касаются, мы их не касаемся. А Европа зависит от Америки. Вот если бы Европа, вы с Европы сами, да? Вот если бы Европа, наоборот, перешла больше в сотрудничество с Россией, ей бы жилось лучше, я думаю. Конечно. Даже без поддержки Америки. Да. Потому что Америка далеко. А мы вот. Да. Мы вот дали Европе столько, даже не беря товарные отношения, там, грубо говоря, мясо, хлеб, не надо это брать, это само собой придет. Даже брать энергетическое, вот это, газ. Но мы его сделали им такие скидки, чтобы, ну, они даже бесплатно, можно сказать, жили. Я не знаю, почему они так. Америка, ну что Америка? Америка далеко, а мы-то вот. Надо с нами сотрудничать, с Россией. Да. В России люди щедрые. Сейчас он Финляндия, да, взять. Я раньше в Финляндию ездил каждую неделю. Да. И таких, как я, тысячи. Да. А сейчас уже года полтора даже нет. У меня визу на год открыл и ни разу не съездил. А потому что невыгодно ездить. Цены такие сейчас ужас. Да. Раньше едешь, оставляешь 1000 евро там. Сейчас, ну, было 40 тысяч раньше. Сейчас же оставить почти 80. Ну, Да. перебор. Да. Я считаю, полная чепуха. А Путин нет. Путин, он хоть и из силовиков, но он человек не глупый. Вы видели хоть раз, чтобы он читал по бумажке или еще что-то? Или он говорит все сам? Да. У него аналитический ум ума. Да. Вообще, он красавчик. Взять любого до нас президента, но не те люди. Не те. Один алкоголик, другой, не знаю, там, подкаблучник. Да. И скажите, все ясно, что вы говорили. Лично, как вам касается, дело в том, что рубль падал, ну, почти на половинку. Ваша покупательная способность понизился, или вы больше работаете, или как вы сам... Рубль не наполовину, а ровно в 2 раза упал. Раньше рубль. Ровно в 2 раза. Да. Раньше зарплата была $1000, сейчас она 500. Да. Ну, в рублях это ваша зарплата... Ну, в рублях, грубо говоря, раньше получал 30 тысяч, сейчас 15, да? Ну, если перевести. Те же 30 остались. Те же 30. Да, но только все повысилось. Цены в рублях повысились, в магазинах повысилось все. Топливо растет, непонятно почему. У вас есть стандартная зарплата или... Нет, у меня все как бы зарплата зависит от выработки часов. Чем часов, больше да? часов, тем больше зарплата. И сколько часов примерно вы работаете? Раньше я работал по 12 часов, сейчас я почти 24 работаю. Сколько? По 24. То есть в 2 раза больше стал работать, чтобы компенсировать свои как бы затраты. Ага. Ну 24 что, в неделю или в день? В сутки. В месяц получается 15 суток. 15 суток? 24 часа это 240 и еще 360 часов в месяц. Нет, подождите секундочку, сейчас интересно. Вы работаете суток полностью, да? Да. И потом 1 суток отдыхания, отдых? Да. Окей, получается в месяце... 360 часов. 360. И получается в неделю 300... В неделю получается, ну сколько там? Сколько в месяц вы сказали? 360 часов. Да, ну получается примерно 90 часов, да? Или 80. Раньше 180 часов тратилось. 90, это 90 часов в неделю. Ну, плюс-минус, потому что оно как, понедельник работаешь, вторник отдыхаешь, среда. Иногда в неделю выходит 4 дня работаешь, иногда 5. Хорошо, и за эти 360 часов вы получаете сколько рублей? Примерно? По-разному. Примерно... Зарплата? Зарплата где-то 1040. 40 тысяч, да? Да. Nou goed, duidelijk mensen. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Андрей,
heeft de roebelcrisis opgevangen door zo'n beetje het dubbele aantal uren te gaan werken. Hij werkt nu 360 uur per maand. Wat neerkomt op, ik ben een beetje vermoeid, dus misschien zit ik ernaast, maar 90 uur per week. En vroeger werkte hij ongeveer de helft. Ja, zijn verhaal over Poetin en over Rusland is duidelijk. Wie is nou de agressor, zegt hij. Wij helpen Syrië, Amerika valt het juist aan. Om nog niet eens over Irak en Libië en de rest te spreken, zoals hij zei. Rusland heeft geen agressie nodig, want we zijn al een groot land. Amerika is ook een groot land, dus er wordt gewoon met heel veel respect over Amerika gesproken. Maar ja, die politiek, die agressieve politiek van de Amerikanen, die wordt hier wel genoteerd. En het is duidelijk dat we hier met André te maken hebben, die achter zijn president staat. Zo rijden we eventjes verder. Это ворота, как называется? Это ворота в честь победы над несколькими войнами еще воздвигнута в Швейцарии. Окей. Просто арка победоносная. Арка Победа, может? Да, вообще официально называется Московские ворота. Ага. Но эта арка, она как бы к Московским воротам не относится. Это была воздвигнута в честь победы, по-моему, там, сейчас четко скажу, даже написано. 1838 году была установлена. В честь победы, по-моему, там что-то связано с турками, там вот этой империей. Oké. Nou goed, een overwinningsboog uit 1800 zoveel. Mogelijk iets te maken met een overwinning op de Turken, maar niet helemaal zeker. In ieder geval een overwinningsboog. En daar gaan we er weer heel eventjes mee uit.